Всем привет! Сегодня мы рассмотрим функцию, которая позволяет фильтровать результаты группировки. Группировку мы рассматривали на предыдущем уроке. Значится, что у нас было? Рассмотрим нашу таблицу. Orders 2 copy. Select звездочка from orders 2 copy. Точку запятой. Вот наша таблица. Сгруппируем данную таблицу по департаменту и единице измерения. Департаменту и единице измерения посчитаем, значится, количество строк по группировке и количество по группировке prof1. Сначала давайте просто сгруппируем данные и выведем количество строк. Значит, мы пишем group by, группируем по полю dep, департамент 830, по департаменту, group by по dep, и соответственно еще группируем по еди, единице измерения. И здесь мы выведем количество записей по сгруппированным данным. Это count и в скобочках звездочка. Выведем данные. Так, выведем не все записи, а выведем dep, департамент выведем еди. Ну и количество записей. Выполним эту команду. Значит, select dep, edi, count, звездочка, from orders 2 copy, group by dep, edi. Выполним ее. Что мы видим? Значится, по департаменту 540 есть с единицей измерения лист одна запись. По департаменту 740 с единицей измерения штука 6 записей. А вот департамент 830, видите, есть, значит, банка, килограмм, комплект, лист. И по ним записи. По банке одна запись, по килограммам 3 записи. По комплекту одна запись. По литру 8 записей. По штуке 9 записей. По департаменту 930 штук одна запись. Сейчас мы выведем еще эти данные. Выведем всю таблицу. Еще раз. Точка запятой, конечно. Наши данные. Вот. И нам, значит, нужно по департаменту и единице измерения определенное посчитать не только количество записей, которые мы сейчас посчитали, но надо еще посчитать количество штук, количество килограммов. Вот мы это и сделаем. А количество у нас считается так. Запятая, потом сумм. И в скобочках пишем количество на столбце prof1. То есть просуммирует по группируемым полям еще и prof1. Количество prof1. Вот. Выполним эту команду. Сделаем скриншот. Видите, значится по департаменту 540 лист. Одна запись и всего 10 листов. Например, по департаменту 830 банка одна запись
и 2 банки по килограммам 26,6 килограмм, 2 комплекта 167,85 литров и 46 штук. Давайте посмотрим, как оно считает. Значит, сделаем скриншот. Вот скриншот, и выведем все данные. Так, выведем всю таблицу еще раз. Вся наша таблица. Смотрим. Вот наш проф 1. Смотрим, значится 540, одна запись. 540 лист и количество 10. 10 листов. Давайте рассмотрим, вот интересно, департамент 830. Значит, давайте возьмем килограммы. 830 килограммы, 3 записи. Смотрим, где наши 830. Вот наших 830. Ищем килограммы. Ага, вот 830, 3 записи, килограммы. Раз, запись, 2, 3. Значит, 9,6, 3, 14. Это получается 17 плюс 9,6. 26 и 6. Итого в сумме вот эти все позиции. Ну вот тут видите и стоит 26,6 килограммов в сумме и 3 записи. Ну вот так вот оно считает, группирует. Понятно. А мы сегодня изучим еще команду такую, называется having. То есть по сгруппированным полям еще фильтрует результат. После group by, вот выполним еще раз эту команду. То есть мы хотим после того, как все сгруппировалось и посчиталось, еще отфильтровать по сгруппированным результатам. Тогда мы просто пишем having после having. И, например, мы хотим вывести только там, где записи, количество записей по сгруппированным полям больше одного. То есть вот тут одна запись, мы ее откинем, вот одна запись тоже откинем, вот еще одна запись тоже откинем, и вот одна запись тоже откинем. У нас получится 1, 2, 3, 4 записи будет откинуто. И в итоге получится результат 1, 6, 3, 8, 9. И 4 записи покажет. Вот, значит, мы пишем having count. Фильтруем по, где count, количество записей больше 1. Должно быть больше 1. Выполним эту команду. Вот сейчас мы давайте скриншот сделаем. У нас он, по-моему, и был. Вот он, скриншот был. Видите, сколько записей. А сейчас мы отфильтруем. Сгруппированные данные еще отфильтруем. Выполним эту команду. И вот что у нас получается. Отфильтровала все единички. Откинула, где count, количество записей 1. И оставила только 6, 3, 8, 9. Вот такой результат. Видите, откинула сколько. Вот сравните одно и другое. Мы можем еще больше отфильтровать. Давайте поставим, где количество записей больше 6. Если больше 6, тогда нам нужно показать 8 и 9. Вот поставим тут шестерочку. Выполним команду. Вот видите, показало, значит, только 2 строки, где количество сгруппированных данных равняется 8 и 9. Количество записей по группировке. Вот. А теперь на основании вот этого всего мы можем посмотреть, искать дубликаты записей.
Вот, допустим, у нас наша таблица, и мы должны найти дубликаты. Ага, дубликаты. Ну, давайте. Почем мы будем искать дубликаты? По департаменту не очень. Ага. 609, 603, 201. Дубликаты записей. Вот, видите, давайте, ну, дубликаты. Если у нас дубликаты, например, по материалу, у нас тут. Походу дубликатов тут нету. Дублирующие записи. Нету. 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 По департаменту есть дублирующие записи. По range 609. Тут много дублирующих записей. По количеству, может, дубликат поищем. Да. Давайте поищем, где дублируются записи, где проф повторяется. 1.1, например, повторяется. Что мы сделаем? Значит, ту же самую команду выполним. Сейчас выведем дублирующие записи. Select звездочка. И сгруппируем по Group by Prof1. Сгруппируется нас по количеству Prof1. Так. И найдем, значит, сгруппируем записи, где количество записей больше одного. Это значит, мы пишем having count. Count. Звездочка. Больше одного. Сейчас посмотрим, сколько у нас повторяющихся записей. То есть выведутся все данные, где Prof1 повторяется больше одного раза. Выполним эту команду. Вот видите, больше одного раза только повторяется. Так, значит, где проф? Единичка, двойка, тройка, 7, 10, 20 и 21. Так, вызовем эту еще раз команду. Это повторение, все повторения. Значит, получается, что у нас, ну, по единичке количество у нас были повторения, по-моему, да? Вот по единичке повторения есть. Сейчас сортируем. Видите, по единичке есть, по двойке есть, по тройке. По единичке есть повторения, по двойке есть, по тройке есть. По четверке, пятерке нету. Ой, по семерке есть, по десятке есть, двадцатке есть. Вот давайте запишем. Значит, у нас повторение есть по количеству, равное 1. Значит, единица повторение есть, так? По единичке. По двоечке, видите, повторяется. Единичка, двоечка.
Троечка тоже повторяется. 4 не повторяется, 5 не повторяется, 5, 25 не повторяется, 6 не повторяется. Семерочка повторяется у нас. Так, 9 и 6 не повторяется, десятка повторяется. 14 не повторяется, 16 не повторяется, 20 повторяется. И 21 тоже повторяется. Так, 42 нет, 52, 100 нет. Видите, какие у нас записи повторяются? Вот мы их и выведем. Так, Ctrl-Shift-F9. Видите, повторяется. Значит, единичка, мы говорили, двойка, да, тройка повторялась, семерка повторялась, десятка, двадцатка и 21. Вот видите, вот эти все повторяются. Так, мы вывели, которые повторяются, проф1. И значит, теперь мы знаем, то есть нам, в принципе, теперь надо вывести всего лишь вот эти проф1. Нам не надо выводить всю таблицу целиком, нам надо вывести проф1. Вот мы выводим проф1, проф1. Видите? Все проф1, которые повторялись. Вот такая вот строка. Теперь мы ее берем в скобочки и пишем. Выводим все записи из orders 2 copy. Тут пишем. Вот видите. Выводим все записи из orders 2 copy, где prof1 in входит. Вот такая вот строка. Перенесем это на другую строку. Вот. То есть мы выводим вот эта вся строка. Выводим всю таблицу orders 2 copy, где prof1 содержит значение 1, 2, 3, 7, 10, 20, 21. И мы все эти строки выводим. И получается, мы выводим повторяющиеся строки, где повторяется prof1. Вот всего лишь. То есть мы выводим из orders 2 copy все записи, где prof in входит. In. И тут уже вот выводятся эти prof1, где входит in. Мы можем перечислить в скобочках. 1, запятая. Можно вот так перечислить. In 1, запятая. 2, запятая. И так далее, и так далее. Но у нас же есть это перечисление. Вот оно. Select этот. Мы попробуем выполнить эту команду. Видите, сколько значений? 1, 2, 3, 7, 10, 20, 21. И все мы строки должны вывести. Выполним команду. Что у нас получается? Видите? По прову отсортируем. Вот. Первая строка дублируемая. 1, 1 дублируется. 2, 2 дублируется. Вот еще 2 дублируется. Вот 3 дублируется. 3, 3, 3, 3 дублируется. Семерочки дублируются. Вот десяточки дублируются, пошли. Вот двадцаточки дублируются. 21 дублируется. Вот все дублирующие строки по столбцу prof1. Дубликаты, как бы сказать. Мы как бы можем усложнить и, допустим, да, единичка повторяется вот 2 раза. Видите? Двоечка уже повторяется 1, 2, 3 раза. Троечка тоже 3 раза. Семерочка тоже много раз. Десяточка 3 раза.
20 2 раза, 21 2 раза. Но мы хотим, например, чтобы повторение было не больше, чем один раз, а чтобы повторение было 2 раза, допустим, больше 2 раз повторение. Не больше одного раза повторения, а больше 2. То есть 3 строки повторялось. Это значит, должно вывеситься. Вот 1 1 не выведется, потому что тут только 2 повторения. Надо, чтобы было 3 повторения. 2 2 2 2. Вот это выведется. 3 3 3 тоже выведется. 7 7 точно выведется. Десяточка тоже выведется. Двадцаточка не выведется, потому что 2 записи только. И 21 не выведется. Понимаете, да? Значит, count поставим больше 2. То есть 3 записи повторения должно быть. Выполним. Ну вот, видите, двоечка 3 раза выводится. Видите, 3 раза повторение есть. Троечка 3 раза. Семерочка и десяточка 3 раза. То есть тут сейчас уже отбросила повторение, которое было единичка. Там было 2 раза. Единичку отбросила. Двадцатку и 21 отбросила. А сейчас мы хотим повторение, допустим, чтобы было больше 3. Значит, это двойку откинет уже. Тройку откинет. Семерку оставит. И десятку откинет. Вот повторение больше 3. Ставим тройку. Ctrl-Shift F9. Видите? Сейчас уже только семерка вводит. Потому что повторение тут всего 1, 2, 3, 4, 5 повторений. Если мы поставим больше 5 повторений, то ничего не выведется. Нет таких записей, где они повторяются больше 5 раз. Ctrl-Shift F9. Вот видите, нету. Вот такая строка позволяет выявлять дубликаты. Собственно говоря, и все. Единичку назад вернем. Больше единиц, видите? Больше, чем 1 раз. А давайте выведем, который повторяется. Не повторяются. Не повторяются. Это те, которые count равняется 1. Вот те строки, которые не повторяются. То есть count равняется 1. Выполним. Посмотрим, что у нас не повторяется. Вот, видите, у нас не повторяется проф. Четверка. Четверочка. Пятерочка. И оно выводит их. Видите, одна запись четверочка. Из пятерочка одна запись. 5,25 одна запись. 6 одна запись. 9,6 одна запись. 14 одна запись. 16 одна запись. 42 одна запись. 52,6 одна запись. И 100 одна запись. Вот эти вот строки не повторяются по проф 1. Ну вот как бы это дубликаты. То есть мы вот рассмотрели дубликаты именно по полю проф 1, которые повторяются, которые не повторяются. Если у вас остались вопросы, задавайте, ставьте лайки. На этом мы и закончим сегодняшний урок. Мы изучили сегодня, что такое having. Having, значит, команда позволяет фильтровать результаты группировки. И научились находить дубликаты по какому-то полю. По полю проф 1 мы сегодня находили дубликаты. Спасибо за внимание. До свидания.